бег, большой теннис, бодибилдинг, стрельба. Шахматы. Итак, что в этих словах общего? Спорт. Спорт. И тема сегодня выпуска сегодняшняя. Какой вид спорта лучше для здоровья? Бытует много мнений, какой же вид лучше подходит человеку именно для здоровья. Кто-то топит за игровые виды спорта, кто-то за, естественно, мы будем сегодня топить за бодибилдинг, кто-то за единоборство. А вообще сейчас времена такие, что, наверное, лучший вид спорта это стрельба. Вот. Но сейчас мы будем разбираться действительно на серьезном, ребят, какой вид спорта, какой действительно для здоровья подходит. И перед тем, как начать это все обсуждать, надо понимать, что для каждого возраста, для пола, мальчик, девочка, мужчина, женщина, это все-таки будут небольшие различия. Итак, начнем с самых маленьких детей. Андрюха, у тебя вот дочка есть. Ты ее с какого возраста начал приучать к спорту? Ну, почти 6 лет ей было. 6 Бальные лет? танцы, да. Вот. Это, в принципе, хорошо, но я вот по своим наблюдениям, ну, может, сейчас согласишься, не согласишься, смотрел на разных детей, вот на своих там одноклассников, ну, знакомых, вот, как бы давно этим всем тоже увлекаюсь, интересно было, наблюдал, у кого лучше фигура, здоровье. И все-таки я бы детям отдал бы первое место, поставил бы цифра 1 плавание. Согласен с тобой. Вода хорошо развивает и закаляет. Да, во-первых, по плюсам, это создание ребенку мышечного корсета и правильной осанки на всю жизнь. И причем во всем теле сразу. Мышечный корсет, я говорю, частями, конечно. Во-вторых, подходит как мальчикам, так и девочкам. В-третьих, можно заниматься с самого раннего детства, чуть ли не с младенчества. Почему? Потому что ребенок маленький, он в принципе в воде как говорится, вырос, и для него это благоприятная среда, не агрессивная, он ее нормально воспринимает на подсознательном уровне. И самое главное, почему мы говорим с младенчества. Как только вы ребенка отдадите в школу, первый год, максимум 2, и его спина, вы можете поставить на ней крест. У него не будет ровной спины. Теперь смотрим, математика простая. В школе, ну, минимум, пусть будет даже 4 урока щадящих, 4 часа в день, пусть даже 5 часов, 5 дней в неделю, даже если это самая лайтовая школа, это 20 часов кривого сидения. Ну, вот еще такого, домашнее задание. Вот тоже. такого, это минимум, да, 20 часов. Да, дома-то он может побегать, там лечь, полежать, но вот в школе он сидит, то есть 20 часов в неделю минимум он сидит кривым. И даже если вы его с первого класса уже отдадите на какой-то вид спорта, это будет максимум 3 тренировочки, 3 часа. Посчитайте разницу, 20 часов и 3 часа. То есть все, если вы желаете добра своему ребенку, сделайте ему мышечный каркас до школы минимум за 2 года, а лучше пораньше. То есть в 3. Тут 2-3 года, пожалуйста, как если уже как бы есть возможность такая, хотя бы сейчас много есть там, да, лягушатников, детских бассейнов этих. Ну вот Карина, мама моей дочери, она работает тренером по плаванию, у нее первая группа это груднички. Вот, отлично, вот это очень умные родители. Дальше, допустим, вы молодцы, ваш ребенок позанимался плаванием, пошел в школу уже физически подготовленным, более-менее окрепшим ребенком. И дальше вот идет первая, наверное, такая осознанная, вот как Андрей 6 лет отдал, кто-то 8-10 лет, я очень условно обозначил. Можно, естественно, сразу продолжать заниматься плаванием, а можно дальше сделать другой выбор. Ну, мальчикам, конечно же, что может подойти? Кто-то скажет единоборство, да, можно начать заниматься, но мы рекомендуем единоборство, где будут задействованы, ну, как бы все группы. Ну, я бы отдал бы на акробатику еще. Вот, дальше. Не гимнастика, а акробатика. Гимнастика и акробатика, ну, в принципе, они где-то рядом, то есть это может быть спортивное, там, наверное, больше надо смотреть на как бы фактуру ребенка. Ну, конечно, а акробатика это мягкий, ну, ты смотри, там фляки, кувырки, и все это на мягкой поверхности, плюс растяжечка, ну, то есть, ну, это мое мнение. Ну, да, я с тобой соглашусь, кстати, я упустил из вида этот вид спорта, очень хорошо. У меня у друга спасибо, просто что дочка, дополнил. она уже, ей 7 лет, она уже 3 года ходит Был на тоже акробатику. в школе И малая Очень вытянулась хорошо так, сложен, и такая да. схватится и уже так, ну, висит хорошо. Итак, мальчики 8-10 лет, после того, как позанимался плаванием, если он дальше хочет как-то дальше что-то новенькое пробовать, гимнастика, акробатика, единоборство. И дальше, конечно же, не будем исключать игровые виды спорта. Вот. Но опять же, желательно, которые задействуют все тело, например, баскетбол, волейбол, ну, футбол. В чем преимущество игровых видов спорта? Это социализация в первую очередь, как бы умение общаться с коллективом. Но опять же, это эмоции. Кому-то это важнее, чем физическое, допустим, просто состояние. Но... Ну и плюс это дисциплина, что немаловажно Кстати, для да. ребенка.
Андрей, тут с тобой вот на 100% прав сам, да, в этот момент я опять же, не учел. Но единственное, вот, что бы я не рекомендовал, хотя я работаю в теннисном клубе, вот детям я категорически не рекомендую большой теннис. Знаете, это такая вот фигня, которую вот родители, у которых там остались нереализованные комплексы, они пытаются их через детей воплотить. Вот, тут я полностью с тобой согласен. И вот полностью. они начинают калечить детей. У Ребенок меня должен тренировалось сам выбрать. 2 или 3 теннисистов. Я видел других вот маленьких детей-теннисистов. Ну, здоровых среди них я не видел. Я понимаю, это красиво. Я понимаю, все хотят послать их на Лоран-Гаррос и стать миллионерами, но видел многие, которые вот доходят до зрелого возраста, имеют кучу проблем со здоровьем. Мальчик жмет штангу, у него одна рука как отросток, приросток, вообще не работает. Особенно если еще тренер плечевой баран. сустав. Плечо и локоть теннисиста, здрасте. Колени, он у всех старых теннисистов все перемотанные, все мало того, с наколенниками тренируются. Короче, большой теннис в этом юном возрасте мы не рекомендуем. Хорошая игра, я в нее пробовал играть, эмоции бешеные, классный вид спорта, но не для детей, не для подростков. Вот. Девочкам, что же лучше девочкам подойдет? Ну, наверное, также танцы, гимнастика. Ну да, у меня же... Ну, только гимнастика не спортивная, а художественная. Да. Акробатика, в принципе, у меня вот клиентка занималась, кстати. Хоть она и набрала лишний вес, но показала мне эти, как они называются, фляки, колеса. сальто. Вот, очень хорошая координация осталась даже спустя, сколько там, 10 лет после того, как закончила. Поэтому девочкам подойдет. И художественная гимнастика ставит осанку, и танцы ставят осанку. Опять же, это женственность. И тоже дисциплина. И дисциплина и поможет также как женщине дальнейшей социализации, как осознание себя в обществе, как девушка, как женщина. Опять же, чем хорошо девчонки, спортсменки, у них самооценка выше, я бы так сказал. Вот даже глядя на твою дочь, которая танцами занимается, то есть у нее нет вот этой мишуры, которая сейчас все пропитаны. Вот она классная у тебя. Реально, вот не потому что это твоя дочь, реально конечно, нормальный ребенок, взрослый, который сейчас пошел по твоим стопам, молодец и умничка. Вот она в 18 лет, будучи студенткой в Польше университета, пошла работать в школу танцев. Чуть-чуть я отвлекусь от темы. Подготовила 7 детей. Возраст от 3 до 8. Один ребенок занял серебро и 6 золотых медалей. Принесла она своему клубу и на национальном чемпионате Польши. А поверьте мне, тренировать от 3 до 8 лет детей, это очень это тяжело. говорит? Значит, они ее слушаются, у нее есть авторитет. Значит, а почему? Потому что папка спортсмен с детства приучил также к спорту, дисциплине. Да, вот. Было такое. Дальше следующая группа, когда уже дети даже, или подростки начинают делать свой более осознанный выбор, это 14-15 лет. Я вспоминаю, вот, допустим, Андрюха, вот мы начали заниматься, по-моему, как раз с этого возраста. В 15 я пришел, да. Я в 14, Андрей в 15, там многие мои товарищи именно с этого возраста уже выбрали себе именно, наш спорт бодибилдинг. Кто-то до этого, как ушел, так и остался в единоборствах. Но это такой серьезный возраст. Во-первых, у парней происходят изменения физические. Гормональное созревание. Там и созревание, да, там до определенного возраста рекомендуют силовой тренинг, потом аэробный, потом опять, там все это меняется. Поэтому можно продолжить ранее начатое. Здесь будет подходить дальше и плавание, и единоборство, и все то, чем человек занимался. Вот. Потому что режим, образ жизни позволяет посещать и групповые тренировки. Вот, потому что, как правило, еще дети учатся где-то в школах или в каких-то там таких учебных заведениях, где есть регламент, расписание. Да, школа, лицей. Вот. Или же некоторые проявляют уже в этом возрасте, если позволяет бюджет семьи, к индивидуальным занятиям, но это уже как бы лично, индивидуальный каждый подход. Главное, что нужно помнить в этом возрасте, что зоны роста еще не закрыты. И очень важно посмотреть на работу тренера, как он работает, какие дает навантажения. Упражнения. Упражнения, да, на позвоночник, там чтобы не перегружать суставы вообще никакие. Это очень важно. В общем, не переходить красные линии. По поводу, что такое красные линии. То есть не нужно слишком много поднимать, не нужно слишком резких движений делать, слишком долго бегать. Все, что слишком, это вредно, особенно в этом возрасте. Хотя, вот тут почему психология ребенка, он хочет, его прет. Меня выгоняли из зала, реально. Я тоже тягал тогда первые все свои микротравмы, я получил с того возраста, когда безумно было вот это. Я думал, что 2-3 часа это нормально. Да. Дурачочек. И поэтому очень важно взрослым обратить в это внимание, либо на самих своих детей, либо на тех тренеров, которым они доверяют своих детей, чтобы не было вот этого переизбытка. Это может дать негативный. Во всем деле, не только в этом, много это не значит хорошо.
Ну вот, неважно, я же говорю еще раз, вес много, плохо, долго бежать плохо, резко бежать, быстро. То есть везде нужно умеренно. Дайте человеку дозреть, скажем так. Неважно, мальчик это или девочка, тем более девочки вообще организм там все посерьезнее уже в 14-15 лет происходит. Не будем как бы в эти подробности, но вы все это понимаете. Там еще надо более аккуратно подходить к женскому здоровью. Конечно. Поэтому дальше уже у нас идет следующий возраст, это взрослая жизнь. И тут некоторые виды спорта, вот сейчас мы обсудим отдельно, их комбинации, какие же все-таки подходят. Ну, когда люди начинают работать, понятно, что групповым тренировкам не все могут себе позволить, и уже многие начинают заниматься индивидуально. И здесь наш бодибилдинг, мы все-таки за это говорили и будем говорить, это спорт номер один. Но не тот, про который вы сразу подумали, представили себе огромных качков на сцене, вот таких вот здоровых. А мы говорим про осознанный, здоровый, классический. Непрофессиональный. Да, не соревновательный даже, Да. я бы так сказал. Тут когда человек систематически в зале под руководством тренера прорабатывает свое тело, свою основу, свою базу. В этом как бы, спорте человек может подобрать такую нагрузку, которая будет соответствовать его физическим возможностям. То есть, если он отжимается, он отжимается. Если он не может отжиматься, он найдет себе мягкий тренажер, на котором он заменит, прокачает мышцу. То есть не зазорно не подтягиваться, можно найти мягкий тренажер и хорошенечко прокачать мышцы спины. Ну и вообще все остальное. То есть это база, фундамент. А дальше, то есть если использовать вот именно вот классический правильный бодибилдинг как основу, можно добавлять уже согласно своим интересам и темпераменту. То есть это могут быть для женщин и танцы. Сейчас очень многие любят эту стрип-пластику разную, там растяжка. Плюс вот йога заходит многим моим Очень, клиенткам. кстати, да. Она соглашусь. восстанавливает их, они ходят ко мне, например, 3 раза, я 2 раза на йогу. Йога с бодибилдингом и дает чувствуют очень себя, сильную комбинацию, и эмоциональную, и физическую. И плюс не только восстановление, а и человек меняется лучше и быстрее. Кстати, у нас была тренерша по йоге, Юлька, она сейчас за границей, к сожалению. Вот, после того, как мы с ней пообщались, она приходила в зал, послушала меня и поверила, и начала делать одну там, несколько там получасовых тренировочек, там качала ножки, приседала. И говорит, что да, я был прав, то есть это дало ей больше наполнения. Другой клиент И тонус постоянный. вообще йог-любитель конкретный, и он тоже говорит, я в йоге там чего-то достиг, но мне не хватает вот этой энергии. И он ходил тоже 2 раза в неделю, то есть классное сочетание. Плавание, само собой, классное сочетание. Танцы, эмоциональная вообще бомба. И для женщин, и для мужчин сейчас многие этим занимаются. Слушай, я когда к Еве возил на соревнования, я так ровно относился. Но на самих соревнованиях, когда ты стоишь, смотришь, не потому что там твой ребенок, так слушай, а вообще всю эту движуху, как они каждые 2 минуты новый танец танцуют, соперничество вот это, и тоже очень прикольно. Я в Одессе реально за целый завораживает. час чуть на поезд не опоздал, смотрел на батл по танцам. Вот. Дети танцевали. Так они там еще только когда кружатся, врезаются друг в друга. Меня просил их учитель, кстати, показать ОФП с канатиком, с скакалкой, чтобы у них чуть-чуть выносливость им повысить. То есть он в этом плане, как ты, просил, чтобы я немножко поднял им физо. Потому что когда пары сталкиваются, потом своих научил. Ева раз, они столкнулись, у девочки сережка из уха выпала. Учитель. Там бывает, там Учитель танцев, нет, там случайно все да, было. я понимаю. Паркет, еще... пар много, паркет небольшой, понял. Очень важно сказать о единоборствах, а то сейчас подумают, что мы как бы эту тему обошли стороной. Единоборство это очень круто. Это и многие ребята занимаются этим всю жизнь, кстати, с детства. В чем там, как бы, вот, особенно сейчас большой плюс современных клубов. Вот у нас, допустим, есть знакомый тренер, открыл 1-2 клуба. Они молодцы, ребята, они очень комплексно, у них есть уголок железа. То есть подтверждение моих слов, что без железа, без базы не будет. Ты вспомню нашу одну из передач, когда мы поехали к вашему другу, какому-то боксеру, и мы там субоксировали. Не. У меня такой это драйв классно, был. я не про то. Я про то, что сейчас, вот если даже человек будет заниматься единоборствами, то сейчас залы, клубы, нормальные, более-менее продвинутые, позволяют там и поддерживать и физуху классную, то есть с помощью железа, с помощью собственного тела нагружать. И, естественно, это реакция, это характер, это дух. Это вообще, то есть тут же адреналин, драйв. Но тут очень важно также не перейти красные линии, потому что сотрясение мозга никто не отменял. И тут, как и в любом другом спорте, то есть кто-то себе получает от тяжелых железяк протрузию, кто-то сотрясение мозга там, или выбитую челюсть от бокса. Поэтому
Мы за единоборство, сами занимались, Андрей борьбой, Дима карате, я там еще чем-то, там кикбоксингом каким-то. Все это у нас было. И с удовольствием, если есть где-то возможность грушу побуцать, мы все за. Но опять же, каждому свое. Взрослые люди это сами все решают. Поэтому, что касается игровых видов спорта, таких как большой теннис, да, взрослым людям это очень безумно всем интересно. То есть я смотрю на теннисистов у нас в раздевалке, они все на таком адреналине приходят. Я думаю, они там перегрызутся. Настолько людей штырит от этого всего. Но когда играют друг против друга. Они потом в раздевалку приходят, это все обсуждают, у них там глаза горят, искры сыпятся, еще полчаса в душе орут, везде орут. Это такое, я представляю, какой драйв, я все пару раз попробовал. Классный вид спорта, спору нет. Но если вы хотите, чтобы у вас все-таки не было этих негативных последствий, как с локтями, то есть тут физуха должна быть, основа, база. Почему? Потому что там вот есть у нас пару нормальных тренеров, они потом приходят и качаются. Я не знаю, как те другие люди, но вот они подкачиваются, они это уже как бы поняли, тренера, профессионалы. Поэтому, если вы хотите заниматься, неважно, футболист у меня тренируется, да и не один занимался, футболист. То есть все игровые виды спорта, обратите внимание вот на американскую индустрию спорта. В каждой профессиональной футбольной, баскетбольной команде есть как хоккеисты, это вообще безумные. Есть спортзал, тренажерка, они как минимум в межсезонье все качаются. В подтверждении моих слов, что бодибилдинг это основа, это база. Взвешенный, качественный, со своими акцентами, со своими приоритетами, а остальное это уже, как говорится, кому что. Даже скажу не понаслышке, у меня был один человек, который в Америке жил очень долго, играл за какую-то среднюю лигу, американский футбол. Так вот они каждый раз в 3 месяца сдавали зачет. Штангу 100 килограмм надо было пожать 10 раз. Не жмешь, тебя не берут на игры. Ничего себе. Ну, у них там серьезно вообще физуха. Ну, они там, да, там они все 18 лет. Баскетболистов посмотрите, да. Взрослые какие, ну все как качки. Ну, вот у них было такое вот физо такое, видишь. Ну, поэтому, друзья, давайте немножко подытожим. Как говорил один писатель, все работы хороши, выбирай на вкус. Главное, чтобы вы чувствовали от этого, получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы вы не просто не навредили своему здоровью, своему телу, а все-таки становились с каждым годом, несмотря на возраст, лучше, красивее, не знаю, здоровее, если это возможно, правильно. Приучали к этому своих близких, друзей, семью, детей особенно. Вот. И не навязывали детям свои несбывшиеся мечты. Вот, это очень ужасно. Дайте детям, кстати, вот это самая большая проблема, возможность попробовать. Не надо кричать, что взялся за дело, заканчивай. Вот Я, кстати, мы его не заставляли, она сама выбрала танцы. Нет, я не про Еву, я про многих других, которые не дают детям, допустим, вот их заставили там в детстве в теннис играть. Да. Я сейчас вижу там несчастных людей, травмированных, 20 лет с травмированной психикой. То есть дайте им попробовать, дайте им выбор. Я советовал всем своим взрослым, которые детей ко мне приводили, и к тебе, наверное, тоже. Конечно. Пусть попробуют. Попробуйте все, пусть перепробуют, они все равно выберут то, что им надо, но главное, что они не будут морально ущемлены. У меня было такое, что я вижу, что ребенок из-под палки пришел. Я потом папу говорю, зачем ты? Он не хочет тренироваться, ему не надо. Он делает абы как и быстрее бы, чтобы закончилась тренировка. Это не есть хорошо. Это с любым Были видом такие спорта. Я отправлял своих учеников, там 13 лет, когда я уходил в отпуск, говорю, пойди попробуй позаниматься единоборством, ну, чтобы ты без дела по залу не ходил. Попробовал, не зашло. А через 2 года зашло. А через 2 года понравилось. То есть он созрел. То есть ему стало через 2 года интересно. Он ходил 3 раза ко мне и раз в неделю на кикбоксинг, на тренировку, поддерживал те навыки, которые получил. Вот все комбинации, то есть более осознанный возраст приходит. Вид спорта любой это ваш выбор. Чтобы вы кайфовали, тело было в тонусе и... Тогда вам будет этот вид спорта для здоровья. Да. То есть тема сегодняшней передачи вид спорта для здоровья. Если наши рекомендации вам понадобятся, помогли, особенно что касается детей, пожалуйста, мы будем только рады, обращайтесь за советами. Ну а взрослые люди, как говорится, чем сможем, поможем, если сможем посоветовать, пробуйте. Но если вы станете на путь профессионального спортсмена, будьте готовы ко всему. Это предупреждение по-доброму. Это жестко. Потому что любой спорт и работа высших достижений, она требует каких-то жертв. Поэтому, если профессиональный спорт это не про здоровье вообще. Да, это не про здоровье. Я хоть и профессиональный спортсмен, и не хочу сказать, что я там весь какой-то поломанный или у меня все плохо со здоровьем. Но есть моменты, которые уже возникают. Например, у меня это в связи с суставами. Потому что тоже не было грамотного тренера,
не было, некому было помочь. Дело даже не в стероидах, а дело именно в физической нагрузке. Неправильно было подобрано, много было ошибок. Но теперь такие, как мы, с Костей и с Димой, у нас колоссальный опыт, и мы готовы помочь тем людям, которые не знают, и чтобы они не делали этих же ошибок. И тогда будет это для здоровья. Аллилуйя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, донатьте, фидбэк приветствуется, обратная связь приветствуется, колокольчик. С вами были Андрей, я, Дима. До новых встреч. Master of Body, I'll be back.